категоричность от настроения мирного строительства вполне понятно в довоенное время, но пагубно в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Как жестко и неумолим он ставит свои цели за вклад наших земель, перед нашим топом, захват нашего зоны и нашей нефти, выход наших трудов. Он ставит свои цели в восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных стран Советского Союза. Их перемещение, их превращение в рабов, великих князей и баронов. И наведет таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободным или нас порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли, перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагов. Необходимо войне, чтобы в наших рядах не было места критикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе, самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских проводителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашист неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли, против врага. Красная Армия, Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли. Драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и свободу, свойственные нашему народу. Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспорта с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым. Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинить интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонные и телеграфные связи, наладить местную противовоздушную оборону. Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами ЦИЛа, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая волшебникам быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен,
поддаваться на провокацию. Нужно немедленно призывать суду военного трибунала их и своим политическим и трусостью решали народ, не взирая на лица. И вынужденным отходом частной Красной Армии нужно уравнять весь подвижный железнодорожный состав, не оставлять, правда, ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны уравнять весь скот, и сдавать под сохранность государственным органам для вывозки в тыловые районы. То ценное имущество, в том числе цветные металлы, и горючее, которые не могут быть вывезены, должно, безусловно, уничтожаться. Врагом района нужно создавать партизанские отряды, полные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, общей телефонной телеграфной связи, для поджога ЖСО, лагов, обозов, захваченных районов создавать невыносимые условия для врага. Особняков, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями, она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистской власти. Войной всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стоящим под игом германского фашизма. Этой освободительной войны мы не будем одиноки. Этой великой войны мы будем иметь верных союзников и народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества зовется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Великобритании господина Черчилля по помощи Советскому Союзу и декларация правительства Соединенных Штатов Америки по готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными.